Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны. Друзья, хотим порекомендовать вам YouTube-канал «Лекторий Достоевский». Уникальная бесплатная современная медиатека, где в простом и интересном формате вы сможете узнать об истории, литературе и искусстве. В «Лектории» собраны только самые достоверные, интересные и неординарные факты и описания событий. Переходите на канал по ссылке в описании к видео и подписывайтесь. Федеральный портал «История РФ» представляет цикл лекций научного директора Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук, профессора МГИМО МИД России Михаила Юрьевича Мягкова «Семья народов. Опыт Российской империи и Советского Союза». Смотрите лекцию «Семья народов. История Прибалтики». Здравствуйте! Мы продолжаем лекцию по истории Прибалтики. Начнем ее с 22 июня 1941 года, с Великой Отечественной войны. Ряд предварительных замечаний. Ведь сегодня в Прибалтике одно из трагических самых событий считается время, буквально за неделю до начала Великой Отечественной войны, когда произошло определенное мероприятие советских спецорганов по высылке, скажем, некоторых враждебных элементов, как тогда называлось, из республик Прибалтики в отдаленные регионы Советского Союза. Как трагедия, ведь это интеллигенция и так далее. Но если посмотреть наши документы и посмотреть на список этих людей, на их социальные категории и так далее, вдруг выясняется, что это бывшие полицейские, бывшие жандармы, бывшие военнослужащие, которые не приняли советскую власть латвийской, эстонской армии, и ряд бандитских элементов, это буквально уголовники, и антисоциальные элементы, в том числе женщин. Понятное дело, расшифруем проститутки. То есть их тоже как раз и весьма значительное число их выселяли. Так что, говоря о том, что это какая-то элита, соль и кровь, скажем так, прибалтийских земель, не приходится. Очищали территории, причем ведь в 1940 году, как только Прибалтика вступила в состав Советского Союза, возникло такое понятие, еще больше, скажем так, распространилось, Volksdeutsche, которые эти немцы, которые жили в Прибалтике веками, имели свои там династии, служили там Российской империи, до этого и шведам, и полякам, и кому только угодно. Они выезжали в Германию по специальному соглашению между Германией и Советским Союзом, причем это многие тысячи людей. До этого выезжали, 40-й год, можно так сказать, это исход немцев из Прибалтики. Будучи несколько лет назад на одной из конференций в Латвии, там присутствовал немец, достаточно пожилой, который помнил все эти события. В Германии действовал некоторое время даже союз этих бывших немцев, которые жили в Прибалтике, которые были эвакуированы в Германию. Кем они там потом стали? Многие, кстати, пошли в вермахт, и даже в нацистские части. Кстати, Розенберг, это министр по оккупированной территории, который был осужден Нюрнбергским трибуналом, он тоже прибалтийский немец. Не будем забывать, то есть у них пронацистские настроения среди немцев в Прибалтике были очень и очень сильны. Но с тех пор, кстати говоря, сермяжная правда состоит в том, что Прибалтика наконец-то избавилась от этого многовекового германского господства. Кому за это сказать спасибо? Во-первых, надо вообще Советскому Союзу за это спасибо сказать. От них, конечно, не дождешься сегодня. Но это уже другой вопрос. Так, часть прибалтийских военных формирований, когда они были некоторое время независимыми государствами, вошло в состав Красной Армии. Интересно на фотографии того времени посмотреть. У них каски еще такого немецкого образца, форма какая-то латвийская, но уже лычки какие-то там, знаете, различия советские. В том числе и оружие то прибалтийское, где-то английское, где-то шведское, где-то немецкое, где-то советское. Вошли как формирование, как дивизии, даже корпуса в состав Красной Армии. Участвовали в начальном периоде Великой Отечественной войны, но понесли значительные потери. И потом уже история латышских, эстонских, литовских формирований в составе Красной Армии, мы об этом поговорим чуть позднее. Итак, 22 июня 1941 года Прибалтийский особый военный округ, командующий Кузнецов, он более организованно встретил войну, чем, кстати говоря, Западный особый военный округ, где немцы наносили таранный и, самый главный удар, направлении Москвы. Сегодня в историографии нашей, либеральной, скажем так, присутствует такое мнение. Заключили пакт с Германией, мы, взяли Прибалтику. А что это нам дало? Ничего не дало. Смотрите, немцы как нож по маслу разрезали эту территорию Прибалтики.
Быстро взяли Вильнюс. Уже 1 июля 1941 года немцы вошли в Ригу, дальше Таллин. То есть вся Прибалтика за несколько недель была захвачена немцами. Ну, извините, ребята. Во-первых, Таллин сражался до 30 августа 1941 года. Вообще героическая оборона Таллина много сыграла в начальном периоде Великой Отечественной войны, и она затормозила немецкое продвижение на этом направлении и отсрочила блокаду Ленинграда. Ведь оборона Таллина продолжалась с 5 по 28 августа. Ну, Северный фронт, Попов, там 10-й стрелковый корпус, части НКВД, краснознаменный Балтийский флот, командующий Трибуц. То есть Таллин был главной базой Балтийского, нашего краснознаменного Балтийского флота. И когда немцы подошли, они блокировали Таллин, причем серьезные силы, там несколько дивизий немецких стояло, иначе бы они брошены были под Ленинград сразу. И, может быть, город на Неве устоял бы, наверное, устоял, но было бы очень ему тяжело. И кто знает, как складывалась бы ситуация. Оборона Таллина отсрочила это. Причем и сопротивление было и в Латвии, и Лиепая. Знаменитая оборона Лиепая — это тоже военно-морской базы на территории Латвии. Приграничные бои, Рассиняй, наши танковые атаки. Все это замедляло германское продвижение, истощало его моторизованные силы, танковые силы. И вот знаменитый Таллинский переход, это 27 и 30 августа, основные силы Балтийского флота, вот они пошли из Таллина в Кронштадт, подвергаясь артиллерийским обстрелам. Тут Финский залив, он узкий, то есть немцы доставали самолеты, надводные корабли. Много наших средних судов, эсминцев было потоплено. Но основные силы КБФ, краснознаменного Балтийского флота, линкоры, крейсера, они пришли в Кронштадт. Это главный калибр. Они сыграли огромную роль потом при обороне Ленинграда, при уничтожении вражеской артиллерии, которая блокировала обстрелы Ленинграда. И в целом в битве за Ленинград, за город на Неве. Прибалтика была оккупирована. Вначале это тыловой район группы армий «Север», а потом, по немецким планам, это дистрикт, скажем так, рейхскомиссариат немецкий Остланд. Он назывался Остланд. Да? Это территория Прибалтики и часть территории Беларуси. Лоза, его командующий, там был генеральный дистрикт непосредственно Латвия в Риге, которая расположена. Все это немцы использовали для себя. Причем, ведь когда немцы заходили на территорию Прибалтики, они сразу встречали вот этих коллаборационистов, которые тепло их приветствовали. Здесь лесные братья. Вот эти лесные братья — это, по сути дела, бандиты, которые еще до вторжения Германии уходили в леса, совершали теракты против и мирного населения, просоветских учителей, врачей, детей, женщин. Им неважно было кто. Ты просоветский, ты коммунист, все, ты подвержен насилию, тебя могут убить. Вот они и встречали немецкие войска, стреляя в спину нашим войскам, которые отступали. Вот есть документальное свидетельство, когда наши войска отступали из Риги, проходили по территориям рижской столицы, с крыш буквально их расстреливали многие. А те, которые отставали, буквально полностью уничтожали. И началось фактически террор против, скажем, просоветского элемента, против советских военнопленных, против евреев. То есть вот Холокост начался на территории Литвы, на территории Латвии, часто еще даже до того, как туда немцы, собственно говоря, входили. То есть наши ушли, красные, немцы еще не вошли, а там начинаются уже еврейские погромы. В Литве Каунасский погром — это фактически уже конец июня, начало июля. Просто-напросто берут, выгоняют евреев, выгоняют на улицу, раздевают их, колят штыками, забивают палками, стреляют в них. Оружия у них было достаточно, спрятано в различных схронах. Немцы приходят, видят все это дело, получают, скажем так, моральное удовольствие, что не им приходится это делать, но подходит Айнзац-команда. Айнзац-команда берет этих коллаборационистов под себя, и начинается то, что происходило, например, прежде всего в Литве, которая первая, скажем так, попала под оккупацию. Далее. Немцы ходят в Ригу. Там уже команда Арейса, так называемая, которая... бывший военнослужащий латвийской армии, который переквалифицировался и посчитал, что да, вот пришли новые хозяева, теперь можно делать все, что угодно. Опять еврейские погромы, причем в Риге лес, Беккернекский лес, Рамбуле, а ряд других территорий, это вокруг Риги. Сегодня это место отдыха. Там латыши любят отдыхать, там пикники устраивать, там на могилах все это буквально, на могилах. Там
что не овраг, что не перелесок, это место расстрела евреев, которых расстреливали прежде всего латыши. Да, немцы тоже айнзац-команду устраивали, но немцы часто говорили, а зачем нам это грязное дело, вот они латыши есть, вот смотрите, какие они злые и агрессивные, давай их использовать. И с удовольствием их использовали. Причем, ведь давайте с вами посмотрим на цифры, статистика. Да, ну, говорят, одна смерть — это трагедия, там, тысячи — это вот статистика. Ну, это ужасающая статистика. До войны в Литве проживало 220 тысяч евреев. Ну, это одна из самых крупных еврейских диаспор вообще, наверное, в мире была на территории этого государства, потом Республики Советской. Из них 95% уничтожено, расстреляно, замучено. Сгноили в концлагере, сожгли в печах. На территории, прежде всего, самой Литвы. Кто это делал? Прежде всего, сами литовцы. Сами литовцы. 220 тысяч. Причем и в Литву, и в Латвию потом привозили европейских евреев. И там тоже расстреливали в концлагерях. Там десятки были концлагерей и лагерей смерти. В Латвии проживало около 80 тысяч евреев, 70 тысяч из них было уничтожено, то есть практически 90%. Военнопленных. Ну, об этой цифре, об этих данных мы еще потом поговорим. Факт остается фактом, то что немцы встретили там благоприятную почву. То есть уровень коллаборационизма на территории Прибалтики, что в Литве, что в Латвии, что в Эстонии, он зашкаливал. Не назовешь другую территорию Советского Союза, где был бы такой уровень коллаборационизма. Вопрос, почему? А что случилось? Ну, научное объяснение, сегодня ученые, там, наши, там, и западные объясняют. Но вот долгое время они не имели государственности. Действительно, ни Латвия, ни Литва не имела государственности. Были под германским влиянием, неразвитость политических институтов. Я это все прекрасно понимаю, научные эти термины, объяснения. И, казалось бы, можно успокоиться. Но вот, ну да, вот так вот случилось. Неразвитость института, германское влияние. Но мне кажется, здесь дело-то глубже все-таки. Да? Иначе вот такой уровень зверства, который был в отношении мирного населения, и не только к евреям, кстати, 2000 цыган было уничтожено тоже на территории Латвии, которые там проживали, к военнопленным, более 330 тысяч только на территории Латвии советских военнопленных было уничтожено. Не объяснишь, откуда это все. Немцы пришли, то есть пришли и возвратились те же самые бароны, которые были там раньше, и начали наводить порядок. Кто-то думал, в Литве, Латвии, Эстонии восстановят какую-то государственность. Там, в Эстонии, которая Мяо во главе, там, доктор он, кстати, был, его быстро поставили на свое место. Сказали, какое самоуправление? Мы пришли, это наша земля, немецкая была, наше хозяйство. Германия нуждается в сырье. А вообще-то по генеральному плану ОСТ, ну они не объясняли, что такое генеральный план ОСТ, но инструкции это были. 50% населения Эстонии и Латвии и 70% населения Литвы предусматривалось к высылке в Сибирь в течение 2-3 лет на медленное вымирание. Зачем вы нужны? Вы не германизированы, то есть вас не германизируешь. Поэтому мы отберем тех, которых можно германизировать, ну более-менее на немцев по арийским канонам подходит. Это ну, в Латвии 50, там, в Эстонии 50%. Вот мы будем вам германизировать евреев, просоветские элементы, коммунистов расстреливаем, как говорится, сразу, либо в концлагерь. Вот такая судьба была уготована Прибалтике. Экономическое ограбление и, по сути дела, сегрегация по расовому принципу. Эта территория должна была войти в состав Германского рейха. Вот после Остланда, рейхскомиссариата, она должна была стать частью рейха, тем более Балтийское море, здесь все рядом, Восточная Пруссия недалеко. Почему бы нет? Ну, этого, конечно, не случилось. Красная армия этого не дала сделать. Но это стало осуществляться. И вот почему такой уровень коллаборационизма? Когда была Российская империя, когда был Советский Союз, мы давали. Давали культуру, развивали, театры появились, музеи появились, письменность, литературный язык появился настоящий. Да это было крестьянский. А верхушка, элита, что в Эстонии, что в Латвии разговаривали либо на немецком, либо на шведском. До сих пор бы, может быть, там на немецком языке, а не на собственном родном языке разговаривали бы. Ну вот так это случилось, то, что русские более давали, империя более давала, Российская империя. Но мягко достаточно относилась. Немцы приходили, наводили порядок. Страшно, боязно. Вот этот порядок. А когда русские, ну вот они, что ж там, Российская империя, потом Советская, более мягко. Они нам дали какое-то образование, а мы что, без них что-то не можем? Да, оказывается, тоже ничего не можем без них. Государственности не было. Основа государственности, идентичности, развития культуры дала Российская империя. И вот эта ненависть на подсознательном уровне, что нам дали, а мы сами ничего не можем, а когда немцы приходят, только порядок наводят, а страшно.
И дало такой результат. Когда вот они советские, а что они им дают? А мы сами можем. Вот этот животный инстинкт, скажем так, мы же герои, мы сами можем. Хотя, конечно, ничего не могут. Вот он как раз сыграл вот эту роль. Надо найти виновника. Кто виновник наших бед? Почему мы не имели государственность, потом в империи были, потом, значит, независимость потеряли и все такое прочее. Надо искать виновника. Кто? Русский, советский. Вот отсюда это тоже идет. Зависть, ненависть, реванш, месть. Вот эти термины, они, конечно, играли большую роль, тем более, что Германия их очень серьезно аккумулировала. Тогда Германия, кстати говоря, сегодня страны НАТО. Одно и то же, механизмы, они очень повторяются в этом отношении. И вот уровень коллаборационизма, он, конечно, сыграл на том, что были вот команды, куда входили, ну, например, в Эстонии уже тогда, в 1941 году, возникли такие отряды самообороны под названием «Амакайцы», образованные, скажем, осенью 1941 года, которых было около 50 тысяч человек, весьма серьезная цифра. Чем они занимались? Ну, занимались охраной порядка, да. То есть расстреливали местное население. На территории соседней Белоруссии, соседней Псковской области, Ленинградской области. Дальше отряды шума, ну это шуцманшафт батальоны, которые входили в состав команд. Ну это просто охранники, которые тоже расстреливали заключенных и военнопленных. Это Эстония. Если мы возьмем Литву, это те же самые охранные батальоны, которые там были, которые участвовали в зверствах, которые творились на территории вот соседней Белоруссии. Пожалуйста. Все это процветало тогда, и в конце концов вылилось в то, что на территории Эстонии, вот, например, был образован батальон СС «Нарва». Батальон СС «Нарва», который доблестно участвовал в 1942 году в расстрелах военнопленных и мирного населения. В 1943 году его кинули на Советско-Германский фронт. И буквально в январе 1944 года в Корсунь-Чесленской операции, которая была на территории Украины, ну, фактически весь этот батальон уничтожили. Но после Сталинградской битвы, что в Латвии, что в Эстонии, немцы попытались создать легион СС. А было к тому почва, потому что многие пытались самоидентифицироваться при немцах, служить им добровольно, тем более то, что им обещали земли. Вот в чем дело-то. Немцы говорили о том, что вы вступите в легион СС, Псковская область, соседняя Ленинградская область, мы вам там дадим несколько гектаров, а может быть несколько десятков гектаров земли. У вас там будут русские крестьяне, которые будут фактически вашими рабами. Это была действительно пропаганда. Они вступали в эти регионы, вначале 10, потом 20 тысяч человек. Всего через легион латвийский СС прошло около 100 тысяч человек. Это маленькая республика, да, в которых там 2 миллиона человек еще не было, 100 тысяч молодых, здоровых мужчин. Они воевали на стороне Германии против Советского Союза. В Латвии из этого легиона СС были созданы 2 потом дивизии Waffen-СС. В Эстонии 1. Несколько подразделений от шуцманшафт тоже эсэсовских было и в Литве, которые занимались прежде всего убийством мирного населения, охраной военнопленных, лагерей для военнопленных. Когда их кинули на фронт, вот, началось наступление Красной Армии, подошли уже к линии Пантера, так называлась германская оборона, после того, как немцев отогнали в начале 1944 года от Ленинграда. Вот мы уперлись в вот эту линию Пантеру по реке Навра, по Чудскому озеру, дальше по территории Прибалтики. Там они стояли, держали оборону. Причем что они делали? Эстонцы и латыши, эсэсовцы. Они просто выжигали все деревни в своем тылу вместе с местным населением, для того, чтобы держать оборону. В составе Красной Армии было образованы тоже, считалось добровольчески, но там тоже и была мобилизация, латышский 130-й корпус Красной Армии в составе Красной Армии и 8-й эстонский. Но многие, кстати, добровольно туда шли. И вот часто они лицом к лицу, эсэсовцы эстонские, Красной Армии эстонцы, латышские эсэсовцы, Красной Армии латыши. Вот они друг против друга. И вот ненависть была у наших красноармейцев, эстонцев и латышей к этим, да, извергам, нелюдям. Это дикое просто, это невозможно. Да? Потому что они видели, они знали то, что семьи, которые у них там были, у латышей, которые на стороне Красной Армии, там, на территории Эстонии, Латвии, они выжигались те же самыми эсэсовцами. Да? Они были полны решимости их уничтожить. Это была действительно Великая Отечественная война, но вот Красная Армия, она, по сути дела, довершала святое дело наказанием, возмездием вот этих убийц. Что можно сказать? Когда подошла Красная Армия к территории Прибалтики, вот началась
Прибалтийская стратегическая наступательная операция. Кстати, Прибалтику начали освобождать еще в ходе белорусской стратегической наступательной операции, операция Багратион. Мы знаем, там был фронт и Черняховского, Третий Белорусский, Первый Прибалтийский фронт Баграмяна, там Первый, Второй, Третий Белорусские фронты, Рокоссовский участвовал. И вот фронт Черняховского, Третий Белорусский и Баграмяна уже к концу ворвался на территории и Литвы, был освобожден Вильнюс. И более того, Баграмян со своими войсками вышел к Рижскому заливу. Казалось, вот отрезали группу армий с севера, окружили ее. И вот даже есть такая, то ли действительно случай, то ли байка, но вот ее рассказывают как исторический анекдот, когда войска Баграмяна вышли к Рижскому заливу, тот приказал налить пустую бутылку воды Балтийского моря из Рижского залива и послал ее Сталину. И пока этот адъютант летел на самолете в Москву и пока вручал это помощнику Сталину, Сталин получил эту бутылку, пришли новые сведения с линии фронта, то, что немцы смогли прорвать, вот, срезать наш клин, который вышел к Балтийскому морю, отбросить наши войска. Сталин об этом знал, адъютант об этом не знал. Сталин вызывает адъютанта Баграмяна и говорит о том, что вот вы бутылку прислали, да, вот Балтийское море, да, вот передайте ее обратно Баграмяну, и, значит, пусть он ее выльет туда же, Балтийское море, где он ее взял, а потом привезет мне, значит, новую. То есть это был намек на то, что нас отбросили, как он будет выливать, если там опять немцы. То есть немцы сохранили вот этот выход к Восточной Пруссии, и только в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции мы наконец-то, это ноябрь 1944 года, проведя несколько операций, здесь Таллинская, Рижская, Мемельская, операции, которые были проведены, Прибалтика была освобождена, вначале был освобожден Таллин в конце сентября, потом середина 13 октября это Рига. Тяжелейшие бои шли, и вот наши войска потеряли только в ходе Прибалтийской операции 61 тысячу человек. Серьезно. Но немцы потеряли больше, 200 тысяч. Причем из них более 30 тысяч только военнопленные. То есть это был полнейший разгром немецкой группы армий «Север». Ее зажали. Вот основные силы немцев были зажаты группой армий «Север» на территории так называемый Курлянский котел. Курлянский полуостров — это нынешняя территория Западной Латвии, где когда-то герцог Берон и Анна Иоанновна проживали. И они там были фактически до 9 мая 1945 года. Сдались нам тогда 9, 10, 11 мая 1945 года. И дальше еще сдавались 280 тысяч немцев. Вот их просто-напросто зажали, и они ничего сделать не могли. Они не участвовали в обороне там, Германии, своей любимой там, нацистской, ни в обороне Берлина. Они были зажаты. Это была великолепная наша операция прибалтийская, благодаря и Черняховскому тогда, и Баграмяну, ну и другим нашим прославленным маршалам. И стратегическому таланту Верховного Главнокомандующего в том числе. Кто хотел бы больше узнать об этом, есть великолепный роман Богомолова в августе 1944-го, там про советскую контрразведку, про СМЕРШ, как там с германскими шпионами. Там есть как раз намек на то, что вот переключается наше наступление в сторону Прибалтики, в сторону Балтийского моря. Это как раз вот часть нашего стратегического замысла. Великолепный роман, прочитайте. Фильм, кстати, вышел тоже в августе 1944 года, ну уже более 10-15 лет назад, тоже всем советую посмотреть. Так вот, говоря об оккупационном режиме на территории Прибалтики, он был страшным. Да, вот эти коллаборационисты, концлагеря, ведь страшные лагеря, которые были, например, на территории той же самой Эстонии. Концлагерь Вайвард назывался, причем у него было 21 филиал. Один из филиалов этого лагеря был как раз лагерь Клоуга, ну, это примерно 30 километров от Таллина. Вот наши войска наступали, это уже Таллин, в бинокль можно рассмотреть. Немцы решили ликвидировать остатки вот этого лагеря, но по сути дела это лагерь смерти был, где оставалось тогда 2000 узников. Что они делали? Они по сути дела клали дрова, узников наших военнопленных заставляли ложиться на эти дрова, расстреливали их в затылок, клали новые дрова, бревна. Следующие узники расстреливают, следующий шаг, 8-10 рядов убитых между дров. Потом зажигали, там 14 бочек бензина, вот так вот они скрывали свои следы. Но наиболее, наверное, страшный лагерь был на территории Латвии, недалеко от Риги, Саласпилс. Я как-то удивился, когда лет 15 назад премьер-министр Латвии
заявила о том, что ну что там Солоспилс, это был трудовой лагерь, там людей перевоспитывали, да никаких там особых убийств не было. Как это так? Как это так? Там по некоторым сведениям было убито вместе с филиалами Солоспилса, как каждый концлагерь имел немецкий, несколько десятков, до 100 тысяч человек. Но самое страшное, что там были дети. Через него прошли дети от 5 до 7 лет, там самым старшим, может, было 12, около 7 тысяч человек. Что с ними делать? Там варварские медицинские эксперименты. Брали кровь для германских арийских солдат. Ребенок, вот 5 лет, можно себе представить, в день у него берут по пол-литра крови. Один день, другой день. Кормят 100 грамм хлеба. Вот так. Ну, сколько он выживает? Ну, несколько дней живет, все, буквально. И было там забрано с детей 3,5 тысячи литров крови для немецких солдат, вот, для госпиталей. Погибло более половины детей, которые там находились, там чудом оставались живых. Вот это лагерь Солоспил. Балтийский Освенцим, либо Аушвиц его еще называли. Вот то, что делали немцы. И, кстати, охранял-то Солоспилс кто? Это прибалтийские эсэсовцы, которые там стояли. Специальные охранные полки, вот 287-й эстонский полицейский батальон, да, 20-й эстонской дивизии СС охранял лагерь Клоога. То же самое лагерь Солоспилс охраняли те же самые латвийские эсэсовцы. Пожалуйста, да. Сегодня в честь них марши устраивались, там несколько там, лет назад, когда еще кто-то там живой, они маршировали, им кричали там, с флагами, аплодировали. Вот они у детей, по сути дела, брали кровь. Вот задуматься, да. Что творилось тогда при Балтике? Какой ужас страшный. Нацизм граничит с сатанизмом, по сути дела. И сегодня они его успевают. Сегодня они делают это основой своего национального самосознания. Но это еще тоже страшные цифры по поводу Латвии, в котором сейчас вот совсем недавно Екапилс, городок такой в Латвии есть, где вскрыли могилу наших артиллеристов, решили перенести. Причем наплевав на все международные соглашения 94-го, там, 2008 года, то, что нельзя это трогать, надо взаимно охранять, взяли, скрыли, там генерал наш, похоронен генерал-майор артиллерист, вот кости вытащили, все. Да. Это сатанизм просто-напросто. Так вот, в той же Латвии население Латвии уменьшилось с 41-44 год на 400 тысяч человек. Это более 20% от довоенного населения. Причем нацистами и их пособниками, те же самыми латышами, нацистами, убито более 300 тысяч советских граждан, в том числе 40 тысяч детей. И 330 тысяч советских военнопленных. Это на территории только Латвии. А причем угнано на рабские работы в Германии 279 тысяч человек с территории Латвии. Вот это факты. Там был такой Эккель, но это главный обергруппенфюрер, он руководитель полиции, который, по сути дела, санкционировал все эти, разрабатывал все эти варварские акции, репрессии, зверства. Его поймали, слава тебе, Господи, да, и в 1946 году был процесс, Рижский процесс, ну, называют эти процессы еще советским Нюрнбергом, которые начались с 1943 года. В 1946 году в Риге немцев, которые совершали эти преступления, на территории Латвии, прежде всего, судили и казнили, повесили на главной площади Риги. И дальше были процессы. К сожалению, многие эсэсовцы убежали тогда вместе с немцами, оказались там либо в Западной Германии, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки. Причем американцы использовали вот этих латышей, в том числе бывших эсэсовцев, в качестве охранников теперь уже для эсэсовцев немцев, да? То ли не понимая, в чем дело происходит, то ли считая, что они пострадавшие. Действительно, они не выдавали их Советскому Союзу, потому что по американским, значит, правилам считалось, что до 1939 года, если эта территория не СССР была, то, соответственно, мы не будем выдавать Советскому Союзу, хотя у них вот этих бандитов руки по локоть в крови. Но было бы неправильно сказать то, что не было сопротивления, советского сопротивления на территории прибалтийских республик. Ну, во-первых, да, был эстонский, латышский корпус, была дивизия литовская в составе Красной Армии. Около 150 тысяч человек, вот, прибалтов, они сражались в годы войны на стороне Красной Армии. Либо добровольцами, либо были мобилизованы, но это в любом случае в 2-2,5 раза меньше,
чем было коллаборационистов. Ну, хорошо, но это сопротивление было. И причем были очень достойные люди. И вот Артур Спрогис, это тот самый Спрогис, который командир был особого отряда партизанско-диверсионного в составе Западного фронта, откуда Зоя Космодемьянская как раз пошла. Потом он и координировал движение партизанское на территории Прибалтики. Очень много для этого сделал. И вот Имант Янович Судмалис, это партизанский псевдоним у меня был Андерсон, он как раз в Латвии руководил подпольной деятельностью. Причем он узнал об измене, был предупрежден, но все равно поехал из леса в Ригу для того, чтобы предупредить своих товарищей. То, что было предательство. Его немцы схватили, его пытали. В конце концов, 25 февраля 1944 года, совсем немного оставалось до освобождения Прибалтики, немцы его казнили. Но за несколько дней он передал на волю следующее письмо. Я думаю, что современным латвийцам, латышам, стоило бы почитать вот эти слова. Ни в одном учебнике латвийском сегодня это не найдешь. За несколько часов до смерти он пишет: «Через несколько часов приведут в исполнение смертный приговор», пишет Судмалис. «Я оглянулся на пройденный путь и ни в чем не себя упрекнуть. В эти решающие для человечества дни я был человеком и борцом. Лишь бы будущее было лучше и счастливое, оно должно быть таким. Понапрасну не может быть пролито столько крови». Такое впечатление, что кровь этого человека для современных пронацистов, неонацистов в Прибалтике ничего не значит. Он был героем Советского Союза, но никто о нем сегодня не вспоминает. Освободили Прибалтику, и положили мы очень большое количество жизней. Вот только за все время боев, от 1941 по 1944 год, на территории Латвии погибло, пропало без вести 150 тысяч наших советских бойцов. Только на территории Латвии. Это цена победы и цена освобождения латышей от немецкой оккупации. Но не было бы сегодня независимой ни Латвии, ни Эстонии, ни Литвы, если бы не Красная Армия. Это был бы протекторат германского нацистского рейха. Не было бы латышского, эстонского, литовского народа. Это просто не предусмотрено, это было генеральным планом Оста и другими распоряжениями Гитлера. Такого народа просто бы не существовало, ибо германизировали. Этого не произошло благодаря Красной Армии, Советскому Союзу. Кто теперь Советский Союз? Оккупант. Ради бога, пожалуйста, думайте так. Но вы опять же, товарищи латыши, литовцы, эстонцы, опять свалитесь в свою же историческую яму, которую сами себе сегодня копаете. Послевоенный период, долгое время, 44-й, когда освободили, 45-й, вплоть до середины 50-х годов, выкорчевывали буквально из этих схронов, из этих лесных ям, подвалов, вот этих лесных братьев, которые были в Эстонии, Литве, Латвии, схрон, можете себе представить, работает тоже с архивными документами, колодец стоит где-то в деревне, воду из него берут, замечательно, Под колодцем где-то рядом с ямой, делают схрон, там же тесные помещения, там воздуха никакого нет, но там сидят 2-3 этих лесных братьев, которые днем отсыпаются, кто-то где-то продукты берут, ночью выходят и стреляют. Где-то женщину активистскую убили, где-то учительницу, где-то врача, где-то милиционера, где-то советского солдата. Отличились. Причем получали деньги и оружие Запада, причем и от англичан, от Ми-6 британской разведки в том числе. Тогда действовала CIA в том числе, которая уже американская ЦРУ, которая тоже через Балтийское море посылала оружие, посылала деньги. Это тоже аккумулировало, и позволяло быть боеспособным этим лесным братьям, пока их все-таки не добили окончательно. Но опять цифры. В Литве эти лесные братья убили до 1953 года, с 45 по 53 год, 25 тысяч человек. Из них 90% это сами литовцы. Литовцы, бывшие нацисты, пособники нацистов, убивали своих же литовцев. Причем из них 1000 детей. 1000 детей. Причем зверски убивали. Сами литовцы убивали литовцев. Как это можно отнести? Конечно, их надо было выкорчевывать, и жестко выкорчевывали. Давали, те, кто сдавался, как правило, давали длительные сроки, 20-25 лет. Хрущевская оттепель. Амнистия, тогда бандеровцев в 1955 году амнистировали.
возвратились. И латышей, в том числе из Сибири вернули, и сроки сократили, а потом к началу 60-х годов и вообще всех. Ну, как бы, а что, да, вот Прибалтика, это же Советская Республика, ну. И не говорили об этом движении, о том, что были лесные братья, о том, что они зверствовали. Но как же Советская Республика? Так, Прибалтика послевоенное время, что касается хозяйственного развития, ну, гигантские средства туда были вложены, просто гигантские. Ну, из Прибалтики, ну, прежде всего, там, Эстония, Латвия, Литва, начинали делать вот такую выставку, витрину, скажем, Советского Союза. Но к тому были и все основания, Балтийское море, тут торговля, порт Таллинский реконструировали. Сделали так, что он фактически один из самых грузопроходимых был на территории Советского Союза, там 30 миллионов тонн. То же самое Рига, то же самое Лиепая. Причем развивалось что? Вот в Эстонии сланцы, горючие сланцы, горючие, ну тут это электроэнергия. Машиностроение, и причем вот трубопроводы, которые тоже по территории Прибалтики пролагались, вот станки, оборудование тоже делалось в той же самой Эстонии, не говоря уже о сельском хозяйстве, которое было очень и очень развито. Латвия, все вот старшее поколение, приемники ВЭФ, помню, там машины РАФ, станкостроение, Балтийский порт, электротехника, ну, тут все передовое, вот в чем дело. Ресурсы, газ дешевый приходил, или там нефть из России, строительные материалы, там это витрина, то есть это приборостроение в той же самой Литве, судостроение, это тоже Литва. Ну, поскольку квалифицированных кадров тогда в самой Прибалтике явно не хватало, немцы-то уехали, население в основном крестьянское, его надо еще образовывать, там были, конечно, представители всех республик Советского Союза, инженеры, ученые туда приезжали, прежде всего из РСФСР. Население, доля русскоязычного населения в Латвии, в Эстонии там было 30-40%, где-то даже больше, особенно в городах. Это было сливки общества, наиболее образованное население. Сегодня там фактически мало кого осталось, да, и выгоняют. Чемодан вокзала России. Это лозунги были во время уже перестройки, об этом сейчас поговорим. Но вот интересные цифры развития, вот только подумайте, да. Литва, если вот продукцию за 1941 год взять за единицу, к 1985 году 63. То есть 63 раза увеличилась продукция промышленности. Латвия 47 раз, Эстония 49 раз. Это всего-навсего за неполные полвека. Как рвануло. Это не говоря уже о сельском хозяйстве, которое было наиболее развито именно тоже в Прибалтике, на территории Советского Союза. А вот по количеству населения тоже цифры о многом говорят. Давайте с вами посмотрим. 1940 год, в Литве 2 миллиона 900 тысяч, это накануне вступления в Советский Союз 2 миллиона 900 тысяч человек, Латвия 1 миллион 850 тысяч, Эстония 1 миллион 50 тысяч человек. К 1989 году Литва уже 3 миллиона 700 тысяч человек, Латвия 2 миллиона 670 тысяч человек, а Эстония 1 миллион 570 тысяч человек. Что сейчас происходит? Фактически население сегодня, на 2021 год, что в Литве, Латвии, что в меньшей степени в Эстонии, но в Литве, Латвии это абсолютно то же, опять возвратилось к уровню 1940 года. Литва 2 миллиона 800 тысяч, Латвия 1 миллион 890 тысяч, но Эстония 1 миллион 330 тысяч, хотя тоже очень значительное снижение по сравнению с 85-м, с 89-м годом. То есть идет обезлюдивание, естественное вымирание, отсутствие должной рождаемости. Люди бегут в Западную Европу или там в Польшу, где чернорабочие туалеты чистят, в конце концов. Получает зарплату. А эта территория, опять идет аграризация. Вот мы говорили с вами 20-40 год, независимость первой Эстонии, Латвии. Аграризация сегодня то же самое. Промышленность рухнула. Если она на чем-то держится, вот, допустим, таллинские машиностроительные заводы, потому что российскому бизнесу продали. Там русские появились, да, русские бизнесмены, как-то спасли завод и что-то делают. И чем сегодня держится что Эстония, что Латвия, что Литва? Держались там до 2010-х годов, это прежде всего транзит. Труба, товары,
из России через порты, через Ригу, через Лиепаю, ну, естественно, это один из самых основных доходов. Энергоресурсы, которые проходят транзитом через эти территории, товары, порт. Когда построили свой порт, мы в Ленинградской области, свой трубопровод, там резко все рухнуло, доходы тоже рухнули этих республик, еще больше отток населения пошел. То есть это, ну, по сути дела, вымирающая республика. А с чего все началось? А началось все с того, что началась перестройка. И вот во время вот этой перестройки уже в Эстонии в начале, еще в 1988 году, потом о Литве, Латвии, 90 год, декларация о суверенитете, дальше независимость, после путча, естественно, уже они принимают окончательно акт о независимости, причем едут в Москву, и от Ельцина, Бориса Николаевича, которого я признаю Эстонию, я признаю Латвию, я признаю Литву. Причем ведь были попытки, ну, как-то свести вот этот процесс, ну, к мирному руслу, да. Там были, кстати говоря, и попытки, скажем так, центральной власти навести порядок. В Вильнюсе в январе 1991 года, ну, были и провокации, там были погибшие, но потом, когда начинали расследовать, пули, которые оказывались в людях, оказывались от трехлинейки. Кто стрелял? Кто стрелял с крыш? Представляете, это те же самые литовские или потом латвийские националисты. Об этом сегодня не говорят. Эти провокации сродни Майдану 2014 года, которые уже тогда, в 1990-1991 году, ярко проявились. Когда распался Советский Союз, вот, гигантскую ошибку, конечно, тогда российская власть осуществилась, надо было договариваться на берегу. Ведь и Литва, которая мечтала о независимости, могла создать такие условия там, транзита в Калининградскую область, которые вообще никаких вопросов не вызывали, и даже вот экстерриториальность вот этой железной либо шоссейной дороги, они на это были согласны. Ничего подобного. Мы считали, вот они независимы, ну, единый Советский Союз, как-нибудь договоримся. Главное нам власть сейчас, главное развалить Советский Союз. Развалили. А потом что появилось? Там на юге Черноморский флот, сколько его там мучились с ним, пока Крым не вернулся в свою родную гавань. А вот сегодня мучаемся с Литвой. Когда они просто взяли и перекрывают непосредственно нам транзит из территории там, России через Белоруссию, а там Литва, да, и как дальше-то? Калининград оказывается в изоляции. А вот так вот. А вот они хотят. А так Евросоюз. А Евросоюз говорит, а это Литва. И что дальше? Думать надо на берегу и заранее. Тогда никто не думал, ни Бурбулис, ни Ельцин, ни кто-нибудь и же с ними. Думали только о своей собственной власти. Сегодня мы расплачиваемся за них, и сколько это будет еще продолжаться, неизвестно. Поэтому, завершая, хотелось бы вот на чем остановиться. Латыши, они говорят, ну, латыши, был такой летописец Генрих Летский, который писал о местных племенах. Вот они были летты, потом они превратились в латышей. Ну, это как бы самоназвание племени, одного из племен, кстати, балтийских племен, которые там проживали. Они сегодня гордятся, возводят это в ранг своей собственной латышской истории. Ну, название племени. Вот я просто как бы задумался. А у нас там в Древней Руси какие племена были? Какие угодно. Там поляне были. Ну, там. Если летты, латыши, Латвия, тогда, значит, поляне, тогда что она? Поляндия, что ли, должна была называться? Или древляне, там, Древляндия, а там кривичи вообще-то жили, так, Кривляндия получается. Ну, как-то совсем нехорошо. Но бог с ними до сих пор. И дальше дискуссии будут происходить, кто такие латы, кто такие леты. Сами латыши, наверное, вряд ли вам все подробно и точно ответят, кто это такие. Но завершая лекцию об истории Прибалтики, по традиции хотелось бы процитировать некоторые вещи, либо пересказать в учебниках по истории для средней школы, которые сегодня присутствуют в Литве, Латвии и Эстонии. Ну вот, например, Литва. В Литве русская история представлена вхождение и Литвы в состав Российской империи, вообще роль России деспотическим образом. Да? Иван Грозный, Петр I — это деспоты, там, тираны, отрезающие бороды, убивающие людей, и все, больше ничего. То есть никакой прогресса там нету. О чем? Так формируется вообще-то образ отсталой, жестокой страны. Ага, отсталая, жестокая. То есть, когда они вошли в империю, вот русские солдаты даже, которые там ходили, они удивлялись, насколько вообще они бедно живут. То есть это просто потрясающе. Но вот они говорят теперь, мы бедно жили, мы жестокая такая. Да? То есть с больной головы на здоровую пытаются перевалить. Ну вот 16-я литовская дивизия была в составе Красной Армии, которая доблестно воевала действительно с гитлеровской Германией.
они забыли, нет ничего в учебниках. Причем литовских пособников нацистов, которые участвовали в Холокосте, зовут то, что они участвовали в вооруженной борьбе между литовцами и евреями. Вот как он? Между литовцами и евреями. Вообще шла Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Красная армия, гитлеровская Германия, Холокост, а тут литовцы с евреями тоже. И даже непонятно, кто виноват. То ли литовцы, то ли евреи сами. Вот это сегодня в литовских учебниках. Закрываются русские школы, остаются только незначительные там русские классы где-то, ну, уже в литовских школах. Это то, что в Литве. Латвия. Весь советский период оценивается как проведение, вот цитирую, Москвой целенаправленной политики геноцида против народа Латвии. Вот геноцид. Молодцы вообще, да, то есть население Латвии, мы уже приводили с вами цифры, увеличилось почти на 1 миллион в советский период. Такого никогда не было. А сейчас опять оно опустилось, то есть рухнуло до положения 40-го года. И они называют это геноцидом. На самом деле геноцид собственного населения латвийским там правительством можно назвать сегодня, что происходит. Обезлюдивание территории Латвии. Необоснованный рост промышленности. Вот, можете себе представить, то, что Латвия стала такой промышленно развитой, витриной, то, что там машины производились, станки, оборудование, приборы. Это необоснованный рост промышленности. Мы этого не хотели. Мы хотим спокойно жить. То есть, если они на чем-то еще живут, если они существуют, ну, кроме вот этих грантов, которые дают им Евросоюз, это, ну, вот, понятно, то, что прежде всего на грантов, им гранты сейчас ограничили, или там сбей их, эти гранты от Евросоюза, они просто рухнут. Но если что-то у них внутренняя экономика осталась, в части продовольствия в том числе, это советское время. Они говорят, это необоснованный рост промышленности. Ребята, ну вы на этом необоснованном росте уже живете 30 лет на советском наследии. А события Великой Отечественной войны вот в рижских школах учат как? Ненависть советской оккупационной власти, да, оккупанты, мы не освободители какие-то. Мы безжалостно обращались с населением. Коммунисты это были враги, тоталитарный режим. Ну, то есть не пытаются сопоставить две простые вещи. Германская оккупация – это полностью уничтожение латвийского народа, вообще всех прибалтов. И советская, ну, они говорят оккупация, которая освободила их от смерти, которая дала промышленность, развитое сельское хозяйство, науку, культуру. Великолепная, кстати, культура. До сих пор мы вспоминаем там Раймонда Паулюса, там Вески, там и многих других, которые, слава богу, многие сегодня еще живы. Это вообще-то пик прибалтийской культуры, в том числе латвийской, пришелся на советское время. Они сами как бы это думают об этом. Ну, ведь мы говорим, это оккупанты, значит, это плохо. Хотя лучше у них ничего уже после этого. До этого и после этого ничего не было в плане культуры, культурного развития. Но Эстония, она входила в Швецию. Вот в шведское время, они самое благоприятное время для Эстонии, это шведы. То есть их в Таллин не пускали крестьян. То есть это было запретно. Там только могут датчане, либо шведы, там немцы. Все, запрет, табу. Равно как и в Ригу. Крестьянин, ты должен там пахать на огороде своем там, и привозить нам зерно. В город? Куда тебе в город? Ты чумазый, ты чухонец, ты никто. Только при Российской империи дали давать им вот эту свободу. Они людьми себя ощутили. Не говоря уже о советской власти. А советское, ну, а все равно шведское время для них самое благоприятное. А Северная война — ужасное бедствие. Ужасное бедствие после того, как они стали людьми себя впервые почувствовали. Те же самые эстонские крестьяне. Кстати, еще раз повторю. Крепостное право было и при шведах, и в Ливоне, и так далее. А в России уже в 1816-17 годах при Александре I, когда еще в Центральной России не освободили основных русских крестьян, русское население от крепостного права, в Прибалтике уже освободили. Об этом не говорится ничего. В общем, эстонский гимназист, как и другие гимназисты в Прибалтике, должны окончить школу с твердым убеждением, что современная, скажем, прибалтийская культура является самым лучшим и намного лучше, чем и русская, и советская, и так далее. Хотя они ее считают сплавом германской, эстонской, там, латвийской, в целом прибалтийской. На самом деле вот эта культура прибалтийская, она действительно расцвела при Российской империи, начала, а в советское время она действительно состоялась.
Теперь они целенаправленно убивают вместе со своей экономикой, вместе со своим населением. И все, что им остается, найти врага. Кто виноват, что мы так плохо живем? Ну, конечно же, Россия. Мы же им ничего не сделаем. Немцы придут, НАТО придет, а? Сила. Причем, если немцы придут, ну, порядок наведут, вот животный такой страх. Русские-то чего боятся? Они там нам только что-то давали, привыкли давали. Ну, значит, какой-то опасности нет, значит, можно на них лаять. Тем более то, что нам дают гранты из Евросоюза, из НАТО. Вот они и продолжают делать. И нужен образ врага в лице России. Иначе не объяснишь, почему они сегодня так плохо живут. Да, у них уровень дохода может быть, конечно, намного меньше, чем в ведущих европейских стран. Ну, еще люди как-то продолжают жить. Но экономика-то, она держится буквально на ниточке какой-то. Вот эту ниточку Евросоюз, он может взять, перерезать, и все. Это просто-напросто рухнет. Без России они никуда. То есть все энергоресурсы все равно от нас. И что они думают дальше делать? На самом деле, мне кажется, они сейчас ни о чем не думают, тем более их правительство. Тупо видят в России врага. Сюда сливают ненависть. Соответственно, все экономические трудности можно слить и обвинить Россию. Вот, по сути дела, что сегодня происходит в Прибалтике, исходя из исторического контекста. Ну, на сим давайте закончим лекцию по истории Прибалтики и, надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны.